Рада приветствовать вас на своем канале. Я Светлана, и вы попали в мой сад. У нас очень тепло, и даже расцвел первый рододендрон Каннингемс White. Ну, про рододендроны потом, а пока мы все про штамбы. Что-то я то один штамп, то другой. Но так складывается ситуация, что самое время формировать штамбы. Ровно месяц назад я вам рассказывала 3 способа, как сформировать штамп гортензии метельчатой. Спустя месяц я вам покажу результаты, что мы делаем, как себя чувствуют все мои 7 штамбов и куда мы двигаемся дальше. А еще обещала показать вам, как выламывать лишние проросшие побеги, которые нам не нужны, на примере Limelight, который мы формировали. Ссылки оставлю под видео на все интересующие темы. Мы приготовим корневин. Кстати, про корневин меня тоже спрашивали, почему у меня розовый, а у кого-то коричневый, а у кого-то серый. Все зависит от состава. Неважно, какой корневин, мы будем его в баночку насыпать. Для чего я вам покажу. Значит, первый мой штамп расположен на зеленой лужайке возле дома. Вот это гортензия Magical Sweet Summer. Я, кстати, прошу откликнуться, у кого-то гортензия есть. Она всегда такая щедрая и на побеги, и на поросль. У меня уже 3 штамба ее, и видите, 7 или 8 почек я оторвала лишние, сняла. Выламываем вместе с ножкой одревесневевшей. 8 побегов. Оставляем ровно 3, больше нам не надо. Высота этого штамба у меня 45 сантиметров. Невысокая. Верхушечку срезаем. Кстати, будьте очень осторожны, потому что можно выломать. Я заодно сразу удобряю ее осмокотом. И можно побрызгать хелатом железа, если она себя немножко не очень зелено чувствует. Если листики не сильно зеленые, можно пройти. Вот сколько у нас побегов получилось. Это радует, потому что мы их поставим на укоренение. Мало мне было зимой черенкования, так я еще и весной решила это дело продолжить. Вот такая красоточка на 2 мая себя как чувствует. А вот это наши все выломанные. Будем как зеленой почкой укоренять. Главное, ставить надо не в теплое жаркое место. Они у меня в теплице стояли и все повяли. Прохладное. Можно немножко темное. Второй штамп, который возле лавочки, вы помните, я его формировала другим способом. Прикопала поросль, которая идет снизу, оставила одну центральную ветку и решила из нее делать штамп. А нижние осенью или через год обрежу. Будут уже цветущие кусты. Я рассказывала в предыдущем видео, можете посмотреть. Она наросла не очень сильно. Мы у нее удаляем только верхнюю часть, где нету почек. За чего мы месяц ждали, посмотреть, какие почки у нас проснутся и что нам делать. Следующий штамп неизвестный. Сорт не знаю, потому что это моего черенкования. И опять же, вверху было соцветие, почки не проснулись, мы его вырезаем. Ну, тут надо очень осторожно быть. Верхние почки совсем нельзя сломать. Считаем 3 соцветия
все нижние выламываем вместе с пяточкой. Складываем в баночку с корневином. Они у нас там полежат полчасика, минут 40. И потом мы их поставим в стаканчики с грунтом на укоренение. Самый нижний, видите, один такой листик невзрачный. С такого ничего не получится. Зачищаем весь ствол. Все. Вот такой красотунчик у нас получился. Я подозреваю, что это фантом, по-моему. По-моему, фантом. Ну вот, надо было мне, конечно, подписывать все это дело. Так, вот это штамп. Видите, тут 2 яруса оставалось, и вот так он выглядит. Сейчас я на всех гортензиях оставляю по 3 яруса, чтобы деревце было покрасивее. Вот это ее дочка, еще одна. И опять много поросли, но которая ниже, поросль слабая. Я ее пока трогать не буду, подожду. Видите, еще не совсем раскрылись листики. Такие почки трогать не надо. Когда покажется второй листик, тогда мы выламываем. Я ее пока не трогаю. Это моя Пинки-Винки. Наглядно посмотрите. Просыпается позже всех. Обломала одну почку, она у меня однобокая. Я уже рассказывала. Следующие 2 штамба. Тоже моего черенкования гортензия Vanilla Fries. Внизу все хорошо. И наверху. Вот этот побег мы, конечно, убираем, потому что посередине ствола нам ветка совершенно не нужна. Наверху проснулась одна только почка, ну ничего страшного. Мы обрезаем вершину побега, где не проснулись почки. Выламываем вот этот один. Нет, я его не выломала, он маленький мне показался. И рядом такая же ванила. Все тут хорошо, проснулись верхние почки. Я удаляю, где большая ветка торчит, чтобы дупло не образовывалось. Узнала, что это такие побеги, вот эти сухие, надо удалять. Но опять же предупреждаю, тут будьте осторожны, не задеть вот эти зеленые веточки. Можно подождать и сделать это позже. Это наш Limelight, на котором мне говорили: ой, вы много оставляете, много оставляете. Мы сейчас посмотрим, где что лишнее, и повыламываем. Вот эти, конечно, которые в середине, в самой кроны, выламываем маленькие. Вот на развилке. Это проснулись возле самого ствола почки. Оставляем или 1 ярус, или 2. Я смотрела по кроне, как мне надо сформировать. Вот эти все нижние обязательно выламывайте, они только будут загущать крону и не дадут больших соцветий. Чтобы огромные соцветия были, надо оставлять всего 10-12, не больше. Ну, у меня будут среднего размера, потому что я не хочу, чтобы она у меня сломалась. Она у меня на штамбе, на коротком еще, с опорой будет стоять, поэтому сильно огромные шапки мне тут не нужны. Я довольно много, кстати, повыламывала у нее вот эти все в середине. И стоят зеленые черенки у меня. И самый интересный случай, который мне и самой очень нравится, это 1,70 м или даже 1,75 м гортензия Фрейс Мельба. Я 3 ствола переплела в косичку, туго связала, гнула их за 3 приема. Я вам рассказывала это. За 3 приема. Еще опору поставила, чтобы она крепко была, не расходились.
И переживала, чтобы силы у нее хватило на самый верх выгнать зеленые почки. Потому что и внизу много веток, я и внизу вырезала. А тут смотрите, что у нас получилось. У нее из одной почки две. Ну, это одна от ствола, а одна побег. И с другой стороны, ну, еще маленькие. Тут получилось у нас два яруса на самой высокой ветке. И по два яруса проснулись почки на втором и на третьем побеге. Поэтому обещает быть довольно красивый штамп. Если бы не хватило сил, не проснулись побеги, тогда, я не знаю, пришлось бы одну ветку вообще удалять. А так тут все в порядке. Повторю, это гортензия Фрейс Мельба. А вон там еще даже маленькие, надо будет выломать позже. Сильная такая гортензия, или это у меня так она получается. Ну и вот, что у нас получилось на 2 мая. Красивое маленькое деревце будет украшать лужайку возле террасы. Большую гортензию я сюда не хотела, большой штамп крупный, чтобы перекрывала мне хвойную мою композицию красивую, а именно такой небольшой компактный куст. Она очень красивая. У нее перламутровые розовые соцветия. Ну, а у нас весна и ждем цветения рододендронов. Поставьте лайк и до встречи на нашем канале.